писал Эмиль Мишель Чаран, если человек сможет воспитать в себе безразличие, равнодушие к вещам, которые от него не зависят, и если он выработает способность переносить это, не огорчаясь и не радуясь, то что ему остается делать в дальнейшем? Стараться, ведь почти многие вещи не зависят от его воли. Теоретически стойки правы. С утра до вечера человек выступает за или против тех вещей, над которыми у него нет власти. Соответственно, вот что такое эта жизнь. Это безумная попытка выбраться из собственного бессилия. Жизнь своего рода как гонка, одновременно желанная и неизбежная по направлению к тому, что зазвонил телефон, и человек забыл, что хотел сказать и что имел в виду на самом деле. Стоицизм – это философская школа, возникшая в Афинах около 300 года до нашей эры, во времена раннего эллинизма. Основатель стоицизма Зенон Китийский. Про Зенона Китийского есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Стоики учили, что разрушительные эмоции являются результатом ошибок в суждениях, и что мудрец или человек морального и интеллектуального совершенства не будет страдать от таких эмоций. Стойки были глубоко обеспокоены активной взаимосвязью между понятиями космического детерминизма и человеческой свободы, а также верой в то, что добродетельно поддерживать форму воли, праэрисис, это моральный характер, моральный выбор, воля, намерение, которое соответствует природе. Согласно Эпиктету, можете обратить внимание, про Эпиктета есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Ничто должным образом не считается ни хорошим, ни плохим, кроме тех вещей, которые мы можем контролировать. И единственное, что мы можем полностью контролировать, это наша собственная воля, праэрисис, которая использует способность выбора, которую мы используем для оценки наших впечатлений. Например, если человек говорит нам что-то критическое, это неплохо. И если что-то сказано в виде комплимента, это нехорошо, потому что такие вещи являются внешними и не в нашей власти их контролировать. Используя силу выбора, можно сохранять невозмутимость перед лицом как критики, так и похвалы, что является моральным благом. С другой стороны, когда людей беспокоит критика или воодушевляет похвала, это моральное зло, потому что они неправильно оценивают впечатления, думая, что вещи, которые не в их власти, такие как критика или похвала, имеют ценность, и поступая так, они передают контроль над своей собственной жизнью в руки других. Важность праэрисиса для Эпиктета заключается в том, что праэрисис обладает силой, позволяющей людям выбирать, как они будут реагировать на впечатления. Помните, что оскорбителен не тот человек, который оскорбляет или бьет вас, а суждение о том, что эти вещи оскорбительны. Поэтому, когда кто-то вас раздражает, осознайте, что вас раздражает ваше собственное мнение об этом. Поэтому постарайтесь в первую очередь не увлекаться впечатлением, ибо если вы однажды выиграете время, вам будет легче контролировать себя. Проявляя свою волю или выбор, люди могут рационально выбирать, как реагировать на впечатления. Праэрисис – это способность, которая отличает людей от всех других существ. Эпиктет определяет праэрисис как способность, которую невозможно порабощать. Наряду с аристотелевской этикой, про аристотелевскую этику есть видео на канале, я оставлю ссылку, стоическая традиция формирует один из основополагающих подходов к этике добродетели. Стоики представляли свою философию как образ жизни, и они считали, что лучшим показателем философии человека является не то, что человек говорит, а то, как он себя ведет. Также стоики особенно известны тем, что они учат, что добродетель – единственное благо для людей, и внешние вещи, такие как здоровье, богатство и удовольствие, сами по себе не являются хорошими или плохими, но имеют ценность в виде материала для того, чтобы творить добродетель. Многие стоики, особенно такие как Сенека и Эпиктет, подчеркивали, что поскольку добродетели достаточно для счастья, мудрец будет эмоционально устойчив к несчастьям. Есть такая фраза, как стоическое спокойствие. Стоицизм процветал во всем римском и греческом мире до III века нашей эры, и среди его приверженцев был император Марк Аврелий. Стоицизм пришел в упадок после того, как христианство стало государственной религии. В дальнейшем он пережил возрождение, особенно в эпоху возрождения неостоицизм, и в современную эпоху современный стоицизм.
стоицизм первоначально был известен как зенонизм, в честь основателя Зенона Китийского. Однако это название вскоре было отброшено, вероятно потому, что стоики не считали основателей совершенными мудрецами и чтобы избежать риска превращения философии в культ личности. Название стоицизм происходит от расписной стои, где Зенон и его последователи собирались, чтобы обсудить свои идеи. Что касаемо слова «стоик», обычно это относится к тому, кто равнодушен к боли, удовольствию, горю или радости. Стоики представляли единый взгляд на мир, построенный на идеалах логики, монистической физики и натуралистической этики. Они подчеркивали этику как основное направление человеческого знания, хотя их логические теории представляли больший интерес для более поздних философов. Стоицизм учит развитию самообладания и стойкости, силы духа как средству преодоления разрушительных деструктивных эмоций. Основной аспект стоицизма заключается в улучшении этического и морального благополучия человека. Добродетель состоит в воле, которая находится в согласии с природой. Этот принцип также применим к сфере межличностных отношений – быть свободным от гнева, зависти и ревности и понимать, что все люди одинаково являются продуктами природы. Стоическая этика придерживается детерминистской точки зрения в отношении тех, кому недостает стоической добродетели. Клеанф однажды высказал мнение, что злой, нечестивый человек подобен собаке, привязанной к телеге и вынужден идти туда, куда она идет. Стоик, придерживающийся добродетели, изменил бы свою волю в соответствии с миром и остался бы, по словам Эпиктета, больным и все же счастливым, в опасности и все же счастливым, и умирающим и все же счастливым, в изгнании счастливым, в позоре счастливым. Таким образом, утверждая полностью автономную индивидуальную волю и в то же время Вселенную, которая представляет собой жестко детерминированное единое целое. Эта точка зрения позже была описана как классический пантеизм и была принята философом Бенедиктом Спинозой. Можете обратить внимание, про Бенедикта Спинозу есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку.
примерно с 301 года до нашей эры Зенон преподавал философию, и его идеи развились из идей киников. Самым влиятельным последователем Зенона был Хрисип, который был ответственен за формирование того, что сейчас называется стоицизмом. Более поздние римские стоики сосредоточились на продвижении жизни в гармонии во Вселенной, над которой никто не имеет прямого контроля. Ученые обычно делят историю стоицизма на три этапа. Ранний стоицизм от учения Зенона до Антипатра, средний стоицизм или стоический платонизм включал учение Панетии и Поседония, поздний стоицизм включал учение Музония Руфа, Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия. Что касаемо первого и второго этапа, не сохранилось ни одного полного собрания сочинений, сохранились только римские тексты позднего стоицизма. Стоицизм был очень популярной философией. Диодор Крон, который был одним из учителей Зенона, считается философом, который первым представил и разработал подход к логике, ныне известный как логика высказываний. Позже Хрисип разработал систему, которая стала известна как стоическая логика и включала дедуктивную систему, стоическую силлогистику. Новый интерес к стоической логике возник в XX веке, когда важные достижения в логике были основаны на логике высказываний. Стоики утверждали, что знание может быть достигнуто с помощью разума. Истину можно отличить от заблуждения с помощью органов чувств. Когда получается впечатление, разум обладает способностью судить, одобрять или отвергать впечатление, позволяя ему отличать истинное представление о реальности от ложного. Только благодаря разуму мы обретаем ясное понимание. Согласно стоикам, Вселенная представляет собой субстанцию логос, известную как Бог или природа. Человеческая судьба является проекцией этого логоса. Согласно стоицизму, все существующее телесно и различается только степенью грубости или тонкости материи. Сила не есть нечто нематериальное или абстрактное, а есть тончайшая материя. Сила, управляющая миром в целом Бог. Вся материя есть лишь модификация, находящаяся в вечном изменении этой божественной силы и снова растворяющейся в ней. Вещи и события повторяются после каждого периодического воспламенения и очищения катарсиса космоса. В центре теологии стоиков находится логос. Логос неразрывно связан с материей. Он находится в смешении с ней. Он целиком пронизывает, формирует и образует ее, созидая тем самым космос. Взаимосвязь всего со всем понимается как осмысленный порядок, реализуемый божественной волей. Такой порядок стойки называют роком, а предопределенную им цель – провидением. Древних стоиков часто неправильно понимают, потому что термины, которые они использовали, относились к иным понятиям, чем сегодня. Слово «стоический» с тех пор стало означать «бесстрастный» или «безразличный к боли», потому что стоическая этика учила свободе от страсти, следуя разуму. Стойки не стремились подавлять эмоции, скорее они стремились преобразовать их так, что это позволяло человеку развить ясное суждение и внутреннее спокойствие. Логика размышлений и сосредоточенность были методами самодисциплины, а умеренность разделялась на самоконтроль, дисциплину и скромность. Основа стоической этики состоит в том, что добро кроется в состоянии самой души, в мудрости и самообладании. Стоическая этика подчеркивала правила «следуй туда, куда ведет разум». Поэтому нужно стремиться быть свободным от страстей. Для стоиков разум означал использование логики и понимание процессов природы, логоса или универсального разума, присущего всем вещам. Жить в соответствии с разумом и добродетелью значит жить в гармонии с божественным порядком
Вселенной, знак признания общего разума и основной ценности всех людей. Выделяют 4 добродетели стоической философии: мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Вслед за Сократом стоики считали, что несчастье и зло являются результатом человеческого незнания разума. Если кто-то недобр, то это потому, что он не знает о своей собственной универсальной причине, которая приводит к выводу о недоброжелательности. Таким образом, решение проблемы зла и несчастья заключается в практике философии стоиков: исследовать свои собственные суждения и поведение и определить, где они расходятся с универсальным разумом природы. Стойки признавали, что самоубийство допустимо для мудрого человека в обстоятельствах, которые могут помешать ему вести добродетельную жизнь. Плутарх считал, на канале есть видео про Плутарха, я оставлю ссылку, что принятие жизни при тирании поставило бы под угрозу убежденность Марка Катона как стоика и ограничивало бы его свободу делать благородный моральный выбор. Катон после самоубийства в осажденной Цезарем Утике стал символом защитников республиканского строя. Самоубийство может быть оправдано, если человек стал жертвой сильной боли или болезни. В противном случае самоубийство обычно рассматривается как отказ от своего социального долга. Безразличные вещи находятся вне сферы применения морального закона, то есть не имеют тенденции ни способствовать, ни препятствовать достижению моральных целей. Действия, которые не запрещены моральным законом или которые не влияют на мораль, называются морально безразличными. Учение о безразличных вещах возникло в виде противопоставления добродетели и пороку. Философия для стоика – это не просто набор убеждений или этических требований, это образ жизни, включающий постоянную практику и обучение. Философские и духовные практики стоиков включали логику, диалог с самим собой, созерцание смерти, осознание смертности, обучение вниманию оставаться в настоящем моменте, аналогично осознанности и некоторым формам буддийской медитации, и ежедневное размышление о повседневных проблемах и возможных решениях, например, с помощью ведения журнала. Философия для стоика – это активный процесс постоянной практики и напоминания о себе. В своих размышлениях Марк Аврелий определяет несколько таких практик. Например, скажите себе рано утром: «Сегодня я встречу неблагодарных, жестоких, вероломных, завистливых, безжалостных людей. Все из-за незнания настоящего добра и зла. Никто из них не может причинить мне вреда, ибо никто не втянет меня в грех, и я не могу сердиться на своего родственника или ненавидеть его, ибо мы пришли в мир, чтобы работать вместе». Стойки также были известны своими утешительными речами. Стойки считали сексуальность элементом закона природы, который сам по себе не должен быть хорошим или плохим, но стойки осуждали страстное желание как нечто, чего следует избегать. Представители раннего стоицизма значительно отличались от представителей позднего стоицизма своим взглядом на романтическую любовь и сексуальные отношения. Зенон выступал за республиканизм, управляемый любовью, а не законом, где брак был бы отменен, хоть он и не осуждал брак как таковой, считал его естественным явлением, он положительно относился к однополым отношениям. Зенон предпочитал любовь, сексуальность и желанию, разъяснял, что конечной целью сексуальности и желания должна быть добродетель и дружба. Среди более поздних стоиков, например, Эпиктет, осуждал только тот вид сексуальности желания, который побуждал человека действовать вопреки справедливости и благоразумию. Человек должен сохранять самоконтроль. Отличительной чертой стоицизма является его космополитизм. Согласно стоикам, все люди являются проявлениями единого вселенского духа и должны жить в братской любви и охотно помогать друг другу. Они считали, что внешние различия не только не имеют значения в социальных отношениях. Они выступали за братство человечества и естественное равенство всех людей. Стоицизм был самой влиятельной философской школой и породил ряд замечательных писателей и личностей, таких как Катон и Эпиктет. Стоицизм призывал к милосердию по отношению к рабам. Сенека увещевал: «Пожалуйста, помните, что тот, кого вы называете своим рабом, произошел из того же рода, ему улыбаются те же небеса, и он на равных с вами дышит, живет и умирает».
Отцы церкви считали стоицизм языческой философией. Тем не менее, раннехристианские писатели использовали некоторые из центральных философских концепций стоицизма, например, логос, добродетель, дух, совесть. И стоицизм, и христианство утверждают внутреннюю свободу перед лицом внешнего мира, веру в родство человека с природой или Богом, чувство врожденной порочности или постоянного зла человечества, а также тщетность и временный характер мирских владений и привязанности. И то, и другое поощряет аскезу по отношению к страстям и низшим эмоциям, таким как похоть и зависть, чтобы можно было пробудить и развить высшие возможности человеческой природы. Стоические писания, такие как «Наедине с собой», размышления Марка Аврелия, высоко ценились многими христианами. Неостоицизм – эклектическое философское течение, возникшее в конце XVI века с претензией объединения христианской философии и стоицизма, стоический ренессанс. Главные представители – Юст Липси, Гийом Дювер, Пьер Шарон. Неостоицизм считал, что основное правило хорошей жизни состоит в том, что человек не должен поддаваться страстям, но подчиняться Богу. Неостоическая точка зрения заключалась в том, что действовать под влиянием страстей равносильно ошибочному рассуждению. Следовательно, контроль над страстями должен сводиться к более правильному рассуждению, избеганию ошибок, которые страсти могут вызвать. Спокойствие всегда может быть достигнуто, потому что материальные удовольствия и страдания не имеют значения. Думаю, на этом все. Всего доброго.